Мощный удар по американцам. Режим добился очередного военного успеха. Чаша терпения переполнена. Еще 2 страны готовы вступить в конфликт. Определен новый лидер Ирана. Что происходит? Аятоллу отодвинули или он убит? Кому война, а кому мать родна? Кто зарабатывает, пока сильные мира сего делают неожиданные заявления? Выплыли интересные и большие цифры. Очередной сюрприз. Диктатор убрал из Конституции важный пункт. Начало реформ? Железный купол дал трещину. Ракеты опять попали в самый центр страны. Режим пошел на попятную. Кто сумел надавить на крикливого диктатора? Агрессор латает дыру в бюджете, продают неприкосновенный запас, который не трогали четверть века. Эксперты оценили, поможет ли. Об этих и других событиях к вечеру вторника, 24 марта. Самые важные события прямо сейчас. Нефта, Украина, Россия, Беларусь и мировой контекст. Иран нанес болезненный удар Соединенным Штатам. КСИР утверждает, что сумел повредить ключевые элементы ПВО в Бахрейне, радар Патриота и систему раннего предупреждения TPS-75. Это то оборудование, с помощью которого вражеские ракеты сначала обнаруживают, а потом наводят на них перехватчики. В доказательство корпус стражей Исламской революции показал спутниковые снимки до и после атаки на американские радары. Кроме того, иранские дроны атаковали в Бахрейне и крупную гражданскую цель – крупнейший дата-центр Amazon в регионе. Досталось и другим странам. В Кувейте в результате иранского удара повреждены линии электропередачи осколками после работы ПВО. В нескольких районах начались массовые отключения света. Новая страна готова вступить в войну с Ираном. Как пишет The Wall Street Journal, речь идет о Саудовской Аравии. Ситуацию сломали атаки Тегерана. Ракеты и дроны ударили по нефтяным объектам и даже по Эр-Рияду. После этого саудиты уже разрешили США использовать свою авиабазу. Но иранский режим, похоже, делает все наоборот и уже после появления статьи опять атаковал Эмираты. 24 дрона пытались ударить по энергетике и летели в сторону района с электростанцией, но, по сообщениям местных СМИ, эти БПЛА были перехвачены. Но это не все. Кроме саудитов, в прямое противостояние с Тегераном может вступить еще одна страна. Объединенные Арабские Эмираты начали усиливать экономическое давление на режим аятолл. В Дубае закрыли связанные с Тегераном учреждения и обдумывают возможность заморозки иранских активов на миллиарды долларов. Кроме того, в Эмиратах обсуждают возможность направить свои войска на помощь США и отговаривают Вашингтон от перемирия до полного разрушения военного потенциала Ирана. Тем временем все чаще в мире задаются вопросом, что стояло за последними заявлениями Трампа. Пока миллионы удивлялись или даже насмехались, небольшая группа людей, возможно, хорошо заработала. Financial Times подсчитала, что за 15 минут до появления поста Трампа о продуктивных переговорах с Ираном некоторые трейдеры провернули сделки более чем на $500 миллиарда. Издание утверждает, что в понедельник всего за 1 минуту с 6:49 до 6:50 утра по нью-йоркскому времени было совершено более 6000 сделок с фьючерсами на нефть марок Brent и WTI. По расчетам газеты, номинальная стоимость этих сделок составила $580 миллионов. Из-за этой нетипичной активности цены на черное золото резко подскочили, и уже через четверть часа в 7:04 заявление Трампа вызвало резкое падение цен на мировых энергетических рынках. Аналитики намекают, что это очень подозрительное совпадение. В Белом доме отрицают возможность слива информации в категорической форме. Сирены, взрывы и паника в городе. Иран нанес ракетный удар по центральным районам Израиля. Железный купол снова дал трещину. Зафиксированы попадания минимум в 4 локациях. В одном месте иранская ракета с боеголовкой 100 килограмм ударила по улице в центре Тель-Авива, что привело к большим разрушениям. Есть прямое попадание в жилую застройку. Пострадали 6 человек. Повреждены 3 жилых дома. Сгорели несколько автомобилей. Многие машины повреждены взрывной волной.
Как вы себя чувствуете, когда ракета упала так близко к вашему дому? Я счастливчик. Если бы мы не бежали достаточно быстро, то, наверное, я бы сейчас с вами не разговаривал. Выборы нового лидера Ирана состоялись. Нет, точных сообщений о смерти нового аятоллы пока нет, но назван иной лидер для страны. Его назначение состоялось не в Тегеране, а в Вашингтоне. По данным Политика, это спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Еще недавно он сыпал проклятиями и угрозами в адрес США. Я говорю Трампу и Нетаньяху, их агентам и ставленникам, я повторяю, я говорю этим двум грязным преступникам и всем их агентам, вы перешли нашу красную линию, и вы должны заплатить за это. Но теперь в Белом доме считают Галибафа перспективным партнером, способным вести переговоры и даже возглавить страну. Речь идет о том, чтобы поставить кого-то вроде Делси Родригес в Венесуэле и сказать: мы оставим вас там, мы вас не уберем, вы будете работать с нами, вы предложите нам выгодную сделку, первоочередную сделку по нефти. Как думаете, у Трампа получится такой сценарий? Пока все новостные ленты переполнены сообщениями из Ирана, Россия снова нанесла массированный удар по Украине. Агрессор выпустил по соседям почти 400 дронов и 34 ракеты. В Полтаве погибли 2 человека, еще 7 ранены. Среди них ребенок. Повреждены дома, гостиница, предприятия, вспыхнули пожары. В Запорожье еще 1 погибший, 3 раненых. Проснулась дуже громкого взрыва. Быстро собралась, побігли, у нас там все горіло на етажу, прилетіло прямо на наш етаж. Тільки ми тут трошки з другої сторони були. Почало диміти, і ми з дитиною побігли швидко, з грудною дитиною, 3 місяці. В Сумах агрессор опять целился в гражданский транспорт. Российский дрон ударил по маршрутке. Власти подчеркивают, цель выбрали сознательно. К счастью, в момент удара пассажиров в автобусе не было, но пострадал водитель, которого пришлось госпитализировать. Под Харьковом российский беспилотник попал в электричку с пассажирами на станции Слатина. 1 пассажир погиб, пострадали машинист поезда и его помощник. «Уходите из Донбасса и получите гарантии». Это цитата, но не представителей Москвы. «Украинская правда» передает слова одного из людей Зеленского, знакомого с результатами недавней встречи с американцами. По мнению источников издания, переговоры зашли в тупик. На встречах сидят как будто 3 стороны, но Украина постоянно дискутирует с этим Анкориджем. То есть, о чем бы ни говорили, всегда все сводится к тому, что американцы говорят типа: выйдите из Донбасса, и мы построим для вас рай, как договорились на Аляске. Как заявляет источник издания, люди Трампа снова близки к тому, чтобы вообще выйти из процесса и переключиться на Иран, на свои выборы и так далее. А может, это и к лучшему. Тем временем СВО идет настолько по плану, что Москве приходится распродавать последние резервы. Как пишет The Moscow Times, за январь и февраль власти продали около 14 тонн золота. Это крупнейшая распродажа с начала 2000-х, то есть с начала правления Путина. Цель очевидная – залатать дыру в бюджете, пробитую военными расходами. Но эффект слабый. Январские продажи золота могли принести около 120 миллиардов рублей, цитирует издание «Инвестбанк» банкира Илью Сушкова, но по его же оценкам вырученная сумма покрывает лишь 3% годовой бюджетной дыры. Тем временем то, что дела идут не совсем по плану, признал уже и сам хозяин Кремля. На что хотел бы обратить внимание? Прежде всего, низкая отрицательная динамика основных макропоказателей. Но кремлевский стратег сразу же добавил, мол, паниковать не стоит, дело житейское. Собственно говоря, для нас здесь нет ничего неожиданного, но вот статистика это подтверждает. Можно было паузу какую-то сделать, чтобы наконец-то в Литве там поняли или в других странах, что попали в дерьмо. Диктатор дает задний ход. В Литву начали возвращаться первые фуры, которые Минск держал с конца 2025 года. Грузовики пересекли границу утром через Мядининкай и Шальчининкай. Речь о десятках машин с литовскими номерами. Их захватили по приказу Лукашенко после решения соседки закрыть границу. Крепкий хозяйственник, по примеру бандитов из 90-х, распорядился загнать фуры на платные стоянки и включить счетчик. Около 120 евро за
сутки за каждую. В случае невыплаты режим угрожал конфискацией. Теперь Минск резко дал заднюю. После приезда посланника Трампа Лукашенко не только отпустил на свободу 250 политзаключенных, но и освободил литовские фуры. Вдруг оказалось, что тарифы в разы завышены. Мы вернем им этих фур. Сено можем возить, наверное, не очень по полю они будут там ходить. Да и людей жалко. Жалко поляков, литовцев этих. В общем, мягкий с виду дедушка из Вашингтона Джон Коул наконец нашел ключик к крикливому диктатору. Интересно, какой? Есть версии? Делитесь. Шок за шоком. Недавно стало известно, что товарищ Ким не получил на выборах все 100% голосов. А теперь очередная неожиданная новость. Северная Корея переписывает Конституцию. Из нее убрали важную формулировку, которую внес дед моложавого диктатора, а папа строго ее держался. Третий из Кимов убрал из основного закона слово «социалистическое». Поправки приняли на заседании Верховного Народного Собрания. Конечно же, единогласно. Нет, готовиться к тому, что Северная Корея перейдет к рынку и демократии, не стоит. Власти объясняют исчезновение приставки «социалистическое» новым этапом революции. Дональд Трамп отказался атаковать энергетическую инфраструктуру Ирана не из-за переговоров, а по другому поводу. По данным Bloomberg, на хозяина Белого дома повлияли страны Персидского залива. По данным агентства, их представители прямо сказали, такой удар разрушит страну до основания несостоявшегося государства. Проще говоря, хаос, развал и новая волна нестабильности во всем регионе. В Вашингтоне оценили риск уничтожить энергетику, значит выиграть бой, но получить неконтролируемый кризис на годы, а даже десятилетия вперед. Поэтому решение сменили от максимального давления к более осторожной игре. Какой ультиматум поставил Китай насчет войны? Чья разведка потерпела грандиозный провал? В какой из европейских столиц осуществлен проиранский теракт? Как пропутинский политик подставил целое подразделение оккупантов? И как умер основатель всемирно известного бренда, донативший на Украину? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже утром.